Приветствую всех по ту сторону экрана, на связи Зетра. Наверняка у школьников уже осенние каникулы, но студенты... Держитесь, ребята, я с вами. Пошлю на домашки и веру, что после окончания я получу не только хорошее настроение, вымотанные нервы и подставку под чай. Пишите, что там у вас новенького в комментарии внизу, будет интересно почитать. Сегодня хотел бы поговорить об арт-комьюнити, а вернее про скандалы и что сейчас, черт побери, творится на ютубе. Для меня вообще загадка, как мы скатились из вполне себе милого лампового ютуба 2015 в то, что происходит на данный момент. Думаю, начну издалека. За арт-сферой я слежу примерно лет 7, если не 8. И это достаточно большой срок. Я еще тот дед. И я помню те чудные времена, когда самыми крупными каналами были Mystery Buttons, Миша, Асинастра, Аня идет в стиле, и все они занимались, самое главное, своей, черт побери, работой. Они рассказывали про творчество, материалы, как достичь того или иного эффекта в рисовании, и в принципе вещали достаточно миролюбивые вещи в этот мир, не влезая ни в какие конфликты, если их не пытались кинуть на деньги или развести какие-нибудь люди на материалы или рисунки. Это вполне оправданные срачи, хотя я таких даже не помню. Да, примерно в это же время существовали дно-арты, пованивали вот эти выкашенные группки с обсером начинающих художников, но в целом и в общем это не выходило за рамки этих группок. Если человек не хотел, он их игнорировал. Да, может, какие-то были местечковые стычки, но они просто были маленькими детьми, которые спорят из-за какой-то фигни у себя в группах на 100 человек. Я не считаю это конфликтами в арт-комьюнити, это обычные разборки детей. Нынче интернет позволен всем, в том числе и детям, а поэтому избежать этого невозможно. Лучше просто игнорировать данные ситуации. Дети потом вырастут, покринжуют с этого и поймут, какими они были странными. Мы все в этой ситуации были, мы все срались из-за какой-то фигни. А дальше случился 2020 год. К этому моменту ВК уже начал скатываться, и многие люди искали альтернативное место для набора подписчиков и медленно перетекали в YouTube. Но был еще один спектр – коронавирус. Людям нехер было делать на карантине, и они все радостно пялили в YouTube, и поэтому любой высер, даже хренового качества, взлетал. И как раз в тот момент все, кто стеснялся Ютуба, боялся, что голос у него какой-то писклявый, и вообще у него работа, семья, кошка и хозяйство, зачем ему дополнительная нагрузка, создали YouTube-каналы. Вот только очень быстро выяснилось, что если ты просто никто и звать тебя никак, заинтересовать людей очень трудно. И если вдруг еще выяснится, что жизнь у тебя самая обычная, нет у тебя приключений уровня Тарантино, и вообще, в принципе, ты хочешь рисовать анимешных девочек и не париться за глубокомысленный лор и какие-то там магии и все остальное, то нахрен ты никому не всрался в этом чертовом интернете. А потому, как только появлялся хотя бы маленький намек на то, что сейчас начнется срач, интернет раздувался до нельзя всякими видосиками из разряда «Обзор конфликта Маши Пупкина и Васи Булкина. Кто же из них прав? Чей же оранжевый цвет на самом деле?» И таким нехитрым образом человек поднимал себе охваты на канале. С одной стороны, черный пиар – это несомненно пиар. С другой стороны, когда у тебя весь интернет в обсуждении, кто же прав, и зачастую очевидно, кто прав в этих странных конфликтах, становится как-то скучно и немножко грустно смотреть на свою ленту рекомендаций. Но вместе с этим в 2021, 2022, 2020 году поприходили талантливые аниматоры, комиксисты, люди с необычным видением своего творчества, которые восполнили баланс говна в ютубе, за что им невероятное спасибо. Благодаря наплыву людей и качественного контента в ру-сегменте стало намного больше работодателей и рекламодателей. Некоторые блогеры вообще стали амбассадорами графических планшетов. Выходило множество коллабораций, зины, карточки, открытки, мерч. Все это наводнило интернет и тот же самый ВК, который все-таки еще доживал свои последние дни. И несмотря на то, что какое-то количество людей все-таки приходило говниться и пиариться на каких-то конфликтах,
Это было золотое время для ру-сегмента и креаторов в целом. И наконец-то мы добрались до нашего времени, а вернее сказать до кризиса, который переживает арт-комьюнити. Старые арт-блогеры занялись либо сольными проектами, и у них нет столько времени, чтобы посвящать это ютубу, роликам и хотя бы раз в месяц что-нибудь пилить для своих подписчиков. Все переключились на Telegram или Boosty, что реально дает тебе деньги, и я могу их понять и не могу осуждать. В конце концов, кушать всем хочется, особенно холодной зимой. Новые каналы появляются не то чтобы в большом количестве, как минимум потому, что на данный момент вообще непонятна судьба платформы. Людям страшно начинать большой долгострой, поскольку финансовой поддержки, скорее всего, от этого не будет. Ну или она будет через год-полтора-два в лучшем случае. А как-то это время надо прожить. Поэтому мы сейчас имеем арт-комьюнити, которая наполовину состоит из разборов срачей. Из последнего я могу вспомнить Санта-Барбару с Костей Шварцем. Ребята, я не имею ничего против тех людей, которые его обсуждают, или против самого Кости. Да, он поступил нечестно. Но ёперный театр, когда я видела 6-ю или 7-ю часть, что там Костя кому-то ответил, и это обраточка, у меня глаз начинал дергаться. Я не понимаю, я смотрю арт-канал или разбор, почему Костя пидорас. А вторая часть это какие-то маленькие канальчики, которые делают свои там комиксы или проекты. Но проблема в том, что они очень маленькие. В рекомендациях их практически не выбивает. И если целенаправленно не искать в поиске там Маша Пупкина комикс «Я и мой любимый», ты никогда не найдешь эти каналы. И от этого становится так грустно. Нельзя просто зайти на главную страницу YouTube и посмотреть контент именно про рисование, про то, как человек осмыслил ту или иную концепцию, как он хочет ее изобразить в конце концов, что в его проекте происходит, как он его делает. Нет, я вижу какие-то срачи, кого в очередной раз там захейтила Мисс Белл или еще что-то, и почему она не права. Повторюсь, есть каналы, которые выкладывают реально полезный контент, но, к сожалению, авторы просто из-за того, что они не видят выхлопа, не могут производить больше видео. У них нету финансовой возможности пилить видео и ничем другим не заниматься. Поэтому каналы их зачастую маленькие, местечковые и не выбиваются. Также последние года 3 существует такая тенденция, как личный бренд, которая для меня не очень понятна в арт-сфере. Объясню, что я имею в виду. На американском рынке существует два немножко разных понятия личного бренда. Для простоты картины обозначим первый тип как Лойши и второй тип Мистер Бист. Лойши, несмотря на то, что она не затрагивает свою личную жизнь, не затрагивает свои какие-то глубинные переживания, все равно рассказывает о картинках не как о сухом продукте, который она выпускает, и говорит: смотрите, какой у меня офигенный новый календарь. Я его сделала за 15 дней, это был челлендж. Она рассказывает, как это было, что она чувствовала, с какими трудностями она столкнулась, и это вполне приемлемо для арт-сферы. А есть модель поведения Мистера Биста, там где фактически ты не выступаешь личностью, ты выступаешь диктором на телешоу. Твоя личность неинтересна. Когда мы смотрим новости, нам абсолютно насрать, что там этот человек, который зачитывает с экрана эти новости, думает по поводу всего происходящего. А эта модель крайне негативно работает именно в арт-сфере, в музыкальной сфере и любой творческой. Потому что Мистер Бист создает именно впечатление хорошего парня и не концентрирует внимание именно на своих мыслях, что он там хочет, что он там думает. Он делает развлекательный контент, и в его формате это идеально, поскольку люди просто пришли под его видео пожевать чипсиков, поудивляться, а потом купить его газировочку. В нашем формате весь творческий процесс – это интеллектуальный труд, и в первую очередь его покупают за идеи, мысли и то, что хотел сказать, автор. И когда мы убиваем это все и превращаем просто... У меня просто очень много красивых картиночек. У меня вот это и вот это. И еще у меня есть супер курсы, там где я как самый лучший коуч коучевский продвигаю вас как таких же прекрасных блогеров, инфлюенсеров и все такое. За этим не видно человека. Видно то, как он прошел охеренные курсы продвижения себя в интернете. И все это так плохо выглядит, господи. Я не могу нарадоваться на те каналы, когда ты смотришь, он начинающий. Ну, у него так хорошо поставлено вот это чувство, что он занимается в первую очередь творчеством. Он вещает свои мысли.
Это бесконечно прекрасно, когда человек именно занимается творчеством, а не конвейерной продажей своего продукта. Мне сейчас возразят и скажут, что ну вот есть творчество, там где ты сам для себя, от души, и есть работа, там где есть ТЗ, тебе что сказали, то ты и рисуешь. И да, это есть, но, к сожалению, потом, когда к тебе приходят и говорят, слушай, а ты вот прорекламируй еще у себя там где-нибудь в соцсетях, что ты поучаствовал в этом движе. Вот эти художники с мнимым личным брендом начинают вкладывать мысль не того, что у них, да, может проект не очень им нравится, и вообще роботы там условно им не интересны, или милые девочки им не интересны, они хотели Dark Fantasy рисовать, но зато они это нарисовали так, как они это видели, вот с такими-то там винтифлюшечками, пожалуйста, пройдите, купите, поддержите. Они продвигают тему, что пройдите, супер, эксклюзивная акция в таком-то там магазине. Прямо веет вот эта инфо-цыганщина из Инстаграма, вот этой Блиновской и всем остальным. Ты смотришь на это и такой, ну ты же хорошо рисуешь, у тебя есть навыки, у тебя есть какие-то мысли. Ну ты правда решил стать второй Блиновской, только которая рисует, а не желание продает? Вот реально, что ли? Не знаю, может это у меня только такое впечатление сложилось. Пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом, буду рада почитать. Может быть, я найду соискателя, советуйте каналы с каким-нибудь интересным контентом. С удовольствием подпишусь на людей. Пользуясь случаем, напомню, что у меня есть и другие соцсети. Telegram, TikTok. А на связи была Зетра. Еще увидимся, ребята.